Здравствуйте! В этом выпуске я хочу поделиться способом, как раз и навсегда можно насадить молоток, кувалду или топор надежно и крепко. Данный метод я много лет назад прочитал на авторском сайте Виктора Васильевича Кузнецова. Его фамилия говорит сама за себя. Это был выдающийся человек и мастер своего дела. Светлая ему память. Ссылку на его материалы я оставлю в описании к этому выпуску. Начнем. Все, наверное, видели такой способ, и молоток со временем болтается. Существуют даже такие учения, как замочить топор в квартире, чтобы не болтался. Для того, чтобы инструмент сел крепко, посадочное место на древке нужно сделать на 1 мм меньше проушины. А дальше самое интересное – нужна сырая резина. Идеально подойдет велосипедная камера. Отрезать надо с запасом, примерно 1,5-2 длины посадочного места. Натягивать на древко надо чуть ниже посадочного места. Затем обильно смазать моющим средством или другим мыльным раствором. Теперь можно собирать воедино. А излишки резины аккуратно удалить канцелярским ножом. Мыльный раствор тоже следует убрать. Клини я сделал из остатков паркета красного дерева. Клин обязан быть деревянным, никакого железа и обязательно из любого плотного дерева. Кончик слегка смазал клеем, это обеспечит дополнительную фиксацию клина в древке. Клини осаживаю до упора, пока не перестанут заходить. Лишнее срезается ножовкой. Неровный торец поправляю и придаю нужную форму наждачным кругом 40 грит. Ну вот как-то так. Торец нужно защитить от влияния окружающей среды и вообще, чтобы он не выделялся. Это правда на вкус и цвет. Горелкой делаю обжиг до образования угольной корки. Тряпкой удаляю горелое. Чтобы железка не ржавела, крашу прозрачным глянцевым лаком. Глянцевым потому, что он красиво смотрится на железе, заодно покрывают торец на древке. Поры закроются, и дерево гарантированно не будет тянуть влагу. А это значит, не будет усыхать и набухать. Данная сборка инструмента положительно себя показала на практике более 7 лет. Дело в том, что даже если топорище или рукоять молотка усохнет, резина будет выполнять роль демпфера и надежно удерживать рабочую часть инструмента на древке. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Хоббийность.